Всем привет! Несмотря на наличие на моем канале двух полноценных обзоров на наушники OnePlus Buds Pro 2R и Realme Buds Air 5 Pro, где я во всех подробностях рассказал о работе этих двух гарнитур, самым главным вопросом в комментариях под этими роликами по-прежнему остается один, что выбрать из этих двух моделей. И вот сегодняшним своим видео я попробую сравнить обе пары и возможно ответить на данный вопрос. Итак, в силу того, что цена на оба девайса плюс-минус одинаковая, то момент с приоритетом по стоимости в принципе можно опустить. Обе модели являются детищем одной корпорации. Они обладают очень схожими характеристиками, однако если бы не было разницы, то и смысла бы не было в данном видео. Первое, на что бы мне хотелось обратить свое внимание, это способ взаимодействия. В случае с OnePlus это действие по сжатию ножки. У Realme это касание. И да, вы правильно заметили, что я не буду сегодня сравнивать материалы, покрытие, количество индикаторов и подобную мелочевку. По сути, вся эта эстетика очевидна визуально. Кто захочет, тот и так это все увидит. Что же касается управления, то лично для меня после трехлетнего использования Huawei FreeBuds Pro на постоянной основе ближе всего и удобнее жесты на сжатие ножки. Во-первых, это избавляет вас от мискликов практически навсегда, а во-вторых, это само по себе удобнее, нежели касание, ведь ты точно знаешь и ощущаешь эти сжатия, а вот коснувшись сенсора, можно, к примеру, не дожать или попасть не туда. Опять-таки, кому привычнее действия на тапы, вопросов здесь нет, это ваш выбор, я сейчас говорю о своем опыте. Что же касается самих действий, то у Realme здесь имеется одно весомое преимущество. С наушников можно регулировать громкость. Да, это конечно не супер удобно реализовано, однако такая возможность имеется. В наушниках от OnePlus такого не предусмотрено ни в каком виде. Следующий момент это фильтры активного шумоподавления и прозрачности. И вот по части сценариев ANC в обеих моделях у меня вопросов нет. Работает это дело супер хорошо и по алгоритмам очень похоже. Наушники можно смело брать с собой в самолет, на поезд или же в какие-то шумные локации. Интеллектуальное шумоподавление все подстроит как надо, но если сомневаетесь, то в настройках всегда можно установить максимальный уровень вручную. Что же касается режима прозрачности, то по моим ощущениям лучше отрабатывает он в наушниках OnePlus. Для кого-то данный параметр является малозначительным, однако лично для меня он один из важнейших. Как я уже неоднократно рассказывал в других своих обзорах, с появлением функции проницаемости во внутриканальном сегменте наушников я полностью ушел от использования вкладышей. Функция прозрачности полностью заменила мне этот форм-фактор, дав больше удобства и эргономики. Ведь все мы прекрасно знаем, что как бы аккуратно мы не носили вкладыши, они все время предательски так и норовят покинуть ушной канал. И вот получается по факту, что на данный момент, чем лучше отрабатывает алгоритм звукопроницаемости, тем интереснее для меня та или иная гарнитура. И вот как я уже сказал, в случае с сегодняшними претендентами звук окружения лучше транслирует OnePlus. Следующим аспектом для сравнения я поставил, разумеется, звучание. Если брать аппаратную составляющую, то обе модели оснащены двойными динамическими драйверами. Я даже не удивлюсь, если сами по себе элементы в наушниках стоят одни и те же. Однако в случае с OnePlus для передачи звука в виде максимального аудиокодека нам предлагают узкоспециализированный LHDC, тогда как в Realme доступен более распространенный LDAC или по-простому LDAC. В моем смартфоне Nord CE от OnePlus, несмотря на очевидную близость к бренду, поддержка аудиокодека LHDC отсутствует. Оттого в наушниках Buds Pro 2R я мог рассчитывать лишь на работу с AAC. В то же время наушники Realme Buds Air 5 Pro работают с моим смартфоном по аудиокодеку высокого разрешения LDAC. И вот казалось бы, что выбор здесь очевиден. Однако все не так просто. В своих обзорах на эти две пары наушников я рассказывал о том, что перед использованием необходимо обязательно настроить звуковой профиль в приложении. В обоих случаях эти вещи настраиваются плюс-минус одинаково и довольно быстро. Звук действительно очень сильно меняется в лучшую сторону, так что этим пренебрегать не стоит. Плюсом ко всему, практически все звуковые примочки и улучшайзеры в обоих случаях также идентичны. Тем не менее, изначальный звук у моделей разный. OnePlus обладает АЧХ с явным акцентом на низкие частоты, в то время как у Realme выходит более ровное и сбалансированное звучание. Конечно, если покрутить и поднастроить, то от этих моделей даже можно умудриться получить почти одинаковое звучание, но лично для меня звук из OnePlus ощущается более напористым, басовитым и, если можно сказать, мясным, как бы я ни крутил имеющиеся настройки.
у Realme Buds Air 5 Pro подобный объем можно достигнуть, если включить опцию 360 аудио, но даже в таком случае их звучание будет чуть воздушнее, нежели в случае с OnePlus. При всем при этом какой-то разницы от использования аудиокодеков я на слух не ощутил. В обоих случаях из наушников выходит очень качественный и внятный звук. Помимо всего прочего, в данном разделе не могу отметить и их громкость. Запаса в наушниках очень много и при этом каши на максималках нет. По данной дисциплине в моделях заложен очень хороший потенциал, что также им дает неоспоримое преимущество перед конкурентами. И вот если кратко подытожить данный раздел, то я скажу так. Если вы предпочитаете более басовитый характер звучания, то делайте выбор в пользу OnePlus. Если же для вас больше важна детальность и красочность по вокально-инструментальной составляющей, то здесь лучшими будут Realme. У наушников есть свой характер и полностью одинаковыми по звуку их назвать трудно. Еще одним важным аспектом для многих, в том числе и для меня, является автономность. По данным моих тестов, наушники от OnePlus отыграли на час больше, нежели Realme, но тут есть один нюанс. В случае с Buds Pro 2R использовался аудиокодек AAC, а вот в случае с Realme максимальным был кодек LDAC. И это очень важно, потому как высокая пропускаемость требует и больших энергозатрат. Таким образом, если смотреть на это дело в общих чертах, то по части автономности обе пары наушников проявили себя очень хорошо. Что же касается дополнительных функций, автопаузы, игрового режима, интеллектуального мультипоинта и каких-то прикладных дисциплин, то у моделей почти полный паритет. Здесь все работает отлично и без сбоев. Последним аспектом сегодняшнего сравнения я поставил работу встроенных микрофонов для осуществления разговоров и записи голоса. И вот здесь я, пожалуй, затрону еще один немаловажный момент, про который очень часто спрашивают. Дело все в том, что шумодав на аудиофильтрах, тех, что отвечают за ANC, не имеет ничего общего с шумоподавлением во время телефонных разговоров. Это разные технологии не только у этих двух пар, но и в принципе у всех беспроводных наушников. Не нужно путать эти две характеристики, так же как и нет необходимости пытаться включить ANC режим при осуществлении голосового вызова. Это не поможет. Наушники сами по себе умные и во время работы с голосом включают необходимую настройку шумоподавления. Поэтому во время записи видео или просто при использовании наушников в качестве гарнитуры для телефонных разговоров абсолютно не важно, в каком режиме они подключены к смартфону. Надеюсь, теперь это понятно. Сейчас я вставлю небольшое сравнение работы микрофонов этих двух пар, дабы не обращаться к отдельным обзорам. Однако, если вам будет недостаточно данного примера, вы всегда можете найти полноценные тесты в моих видеороликах. Ну что ж, друзья, начинаем тестировать микрофончики в наушниках Realme Buds Air 5 Pro. Вот таким вот образом я решил их сразу же нагрузить в такой вот шумной довольно-таки локации. По правую сторону от меня проезжают автомобили, довольно плотный поток. В метре примерно от меня, может быть, в полутора. Плюсом ко всему я стою на мосту, под которым периодически проезжают различные поезда, электрички. Вот сейчас вот электричка проезжает, собственно, какой-то экспресс. Ну и, собственно, раз уж я затеял некое сравнение с OnePlus, то та же самая локация, прям вот буквально с разницей в минуты-две. Подо мной еще одна электричка проезжает, можно сейчас видеть плотный поток машин справа. Ну и легкий летний ветерочек, собственно, те же самые погодные условия, в том же самом месте уже наушники OnePlus Buds Pro 2R. Ну а теперь, друзья, настало время тестирования в автомобиле. Собственно, наушники Realme Buds Air 5 Pro, автомобильный тест. У меня сейчас окна закрыты, и по традиции я буду их открывать с двух сторон, тем самым создавая искусственную нагрузку. Скорость у меня порядка 80 км в час, это Ярославское шоссе. Собственно, есть автомобили по правую сторону, по левую сторону, очень шумно, плюсом ко всему задувает сюда ветер. Ну и вот как-то так с такой нагрузкой справляются местные микрофоны, можно оценить их качество. Но я опять-таки не мог пройти мимо OnePlus Buds Pro 2R, несмотря на то, что в обзоре тестирования в автомобиле для этих наушников было, решил сделать еще одно, то есть параллельно вот с Realme Buds Air 5 Pro. Собственно, чтобы были примерно те же самые условия. Сейчас я открываю окна с двух сторон на полном ходу, то есть скорость у меня порядка 80 км в час, плотный поток автомобилей, то есть условия абсолютно те же самые, ветер залетает мне в уши. Ну и вот примерно как-то так отрабатывают микрофоны OnePlus Buds Pro 2R.
Ну а в заключение я бы хотел немного пояснить, почему лично я выбрал для себя OnePlus Buds Pro 2R, даже несмотря на очевидные преимущества Realme Buds Air 5 Pro по части работы микрофонов, более интересного аудиокодека, а также по наличию регулировки громкости, что для меня в последнее время было очень даже важным аспектом. Первое — это удобное управление сжатием ножки. За 3 года я к этому очень привязался, и это стало более важным, нежели отсутствие регулировки громкости. Понял я это не сразу, а только спустя какое-то время. Да, было бы, конечно, неплохо еще и громкость крутить по слайду, но, увы, производитель пока такого не предлагает. Второе — это, разумеется, звучание, хотя по факту у Realme оно не сильно-то и уступает. При этом в моем случае имеющийся кодек LDAC у последних был бы куда приоритетнее отсутствующего в моем смартфоне LHDC от OnePlus. Тем не менее, в силу того, что я 90% времени слушаю поток, находясь в движении, высококачественная пропускная способность меня интересует меньше, нежели общее восприятие от услышанного. Для супер хорошего звука у меня есть Hi-Fi плеер и проводные наушники, и вот для оставшегося периода меня это вполне устраивает. Ну и третье, наверное, не самое очевидное, но довольно важное. OnePlus Buds Pro 2R для меня просто оказались удобнее. Они подошли мне лучше по посадке, даже несмотря на то, что у Realme по этой части я проблем также не испытывал. Это действительно познается лишь в реальном сравнении, никак иначе, как бы я вам тут не расписывал, этого не понять. Но в любом случае, как я уже говорил неоднократно, обе модели я считаю хорошими, если даже не лучшими в этом году. И какой бы из этих пар вы себе не выбрали, разочарованными данные наушники вас точно не оставят. Это отличные гарнитуры на каждый день с прекрасным звуком и функциями. Ну и на этой прекрасной ноте я, пожалуй, буду закругляться. Спасибо, что посмотрели это видео, лайк, подписка по желанию, и увидимся в моих следующих обзорах. Пока-пока.